Машины с очень интересной и богатой историей. Ну, руля она, да, слушается однозначно лучше, чем предыдущие модели. 2.5 стоит на данный момент минимум примерно 2.5. Во-первых, дворники замерзают. А во-вторых, когда они скинули сюда что-то вот на бок, здесь наледь образовывается. То есть... Всем привет! Сегодня у нас на обзоре легендарный автомобиль Toyota Camry. И, к сожалению, я вот очень давно хотел снять камрюху. Сегодня не будет никаких шуток, которые обычно гуляют по интернету про Camry, потому что сразу мне попалась 70-ка на обзор. До этого, я скажу честно, на 70-ке не ездил никогда. Сегодня вот с вами вместе прокачусь, расскажу, в принципе, что про нее знаю, и поделюсь с вами своими ощущениями. То есть там выдумывать чего-то про эту машину я не буду. Просто вот поделюсь с вами своими ощущениями. Много я бы чего интересного сказал там про 30-ку, ну больше даже про 40-ку. Много бы шуточек отпустил. Но здесь скажу сразу, в плане дизайна авто мне очень нравится. По сути, это, в принципе, первая Camry, которая как-то соответствует своему времени, как-то она конкурентна в плане дизайна. Ведь всегда у Camry был упор в основном, но только на надежность и на свою репутацию. То есть доходило до того, что неважно, как она выглядит, все равно ее будут покупать и различные госучреждения, и дяденьки, которым там за 40, за 50. Она своего покупателя при любом дизайне найдет. Но 70-ка у нас получилась вполне себе молодежная. К слову сказать, владелец данного автомобиля пересел на нее с Mazda 6, которую мы тоже снимали на канале. Безумно, на мой взгляд, все-таки красивый автомобиль, 6. Но, как мы видим, время идет, и камрюха тоже подтянулась в плане дизайна. Помимо дизайна, буквально на днях открыл Авито, чтобы посмотреть просто, сколько стоят данные автомобили бэушные. Эта моделька у нас получается 2018 года, то есть практически самое начало, до рест. И вы знаете, вот все, что около там 2 миллионов, не дай бог ниже, рассматривать вообще нет никакого смысла, потому что там даже по фотографиям видно, что машины с очень интересной и богатой историей. И, скорее всего, это будут 2-литровые, которые я категорически не советую рассматривать. Самый, в принципе, оптимальный вариант, это, как в нашем случае, 2.5. 2.5 стоит на данный момент минимум примерно 2.5. И то нужно еще хорошенько поискать. То есть все ее основные конкуренты там по классу, да, если вы возьмете ту же 6, Optima, Mondeo, ну вот основные такие машинки, немцев мы, конечно же, не берем, они стоят намного дешевле. То есть, покупая Camry, у вас есть даже такая вероятность, что вы на ней покатаетесь какое-то время, и она не только упадет в цене, но вы ее продадите за те же деньги, либо, может, даже и дороже. Сейчас у нас такая интересная ситуация. И причем самое интересное, что 2.5 и 3.5 они по цене не сильно отличаются. Но есть такой интересный момент. Основная целевая аудитория Camry 3.5 это зачастую молодые, энергичные люди, которые взяли машинку покататься на все бабки, скажем так. Но по предыдущим моделям известно, что 3.5 Camry были проблемы с коробкой. Если на ней вжаривать, ходила она не очень долго. В 70-ке вроде бы как это уже подтянули. Ну а в рестайлинге уже вообще 8-ступенчатый автомат поставили. Поэтому 2.5 самый оптимальный вариант, 3.5 вот смотрим внимательно, двушечку мы с вами не рассматриваем. Ну, для такого автомобиля 2 литра несерьезно. Давайте банально посмотрим багажник, посмотрим салон этого автомобиля, про ее надежность. Вот как я обычно там рассказываю, да, за подвеску, там еще за что-то. Нет никакого смысла вообще что-либо говорить, потому что это Camry. По сути, моторы и все вот здесь коробки, оно как устанавливалось там 20 лет назад, ну, то, что до рестайлинга касается 70-ки, это вот 100%, то здесь и стоит. Как это было 20 лет надежно, так это и осталось надежным. По первым каким-то отзывам были проблемы со стойками не очень частые, то есть зимой у людей они стучали, меняли по гарантии. Опять же, если вы покупаете бэушный такой автомобиль, они, скорее всего, либо будут уже заменены, либо вас эта проблема миновала. Ни за что здесь не зацепиться, вот какого-то вам сока дать именно в плане каких-то основных проблем, ненадежности, нет. Просто вот можно посмотреть машину, поговорить о ее стоимости, поделиться ощущениями. Переходим к задней части автомобиля, и мы видим, что, ну вот, 70-ка, она со всех сторон хороша. Что передняя часть у нее удалась, что сбоку она прикольно смотрится. Задняя часть, она тоже ничуть не уступает. По багажнику.
Объем вы увидите у себя на экране. По погрузочному проему, ну, он не очень велик, хочу сказать. Глубина достаточно приличная. Я не знаю, насколько владельцам Camry важен багажник. Вряд ли на ней кто-то будет возить картошку, да, с дачи домой. Вот именно какие-то сумочки, там, да, такие в аэропорт, еще куда-то, она увезет спокойно. Ну, а теперь посмотрим салон. По пространству на заднем сидении, на переднем, в принципе, я сижу тоже достаточно удобно. Ну, запас места, мне кажется, в предыдущих моделях был побольше, да, вот, чем в 70-ке. То есть, не сказать, что сзади места прям очень много, но хватает. То есть, с ростом там где-то 1,80 м, 1,85 м вы никакого дискомфорта ощущать не будете. Достаточно интересно также сделаны сиденья, так немного а-ля по-спортивному. Ну, и в целом, как бы, когда переходишь в этот автомобиль, есть ощущение того, что Camry обновилась не только снаружи, но и внутри. Неплохо все сделано. Пластик, пусть хоть и жесткий, но опять же, вот подлокотнички у него получаются мягкие. Все остальные места, ну, к ним нет смысла придираться, рассказывать о том, что они жесткие, потому что все-таки здесь у нас не какой-то немец премиум класса. Есть смысл ее сравнивать с основными конкурентами, с теми же самыми Маздами, Kia, как ни странно, да. И в этом плане она ничем не уступает по салону. Много в свое время было очень хейта по поводу металла, да, который везде у нас проминается. Я даже не могу сказать, откуда это пошло. Ну, по сути, у всех современных машин это прослеживается. Но если взять, допустим, немцев, там, 2000-х лет, там, какую-нибудь Аудюху А6, то там, конечно, вы такого не заметите. Там, то есть она прям монолитная, ее не прожать. Но не стоит забывать, что там кузов сделан из алюминия. Здесь же у нас стальной кузов. И, естественно, алюминий весит меньше. Соответственно, можно его сделать и побольше, поплотнее. Здесь же у нас наружная вся эта часть жестянка, она, ну, не должна сама по себе быть толстой и тяжелой. Это пойдет только во вред автомобилю, это увеличит его массу, ухудшит его безопасность, топливную экономичность и все остальное. То есть на это не стоит обращать внимание. Если, то есть, вот вы нажимаете, видите, что металл играет, это ни о чем не говорит как бы плохого об автомобиле. На самом деле он очень безопасный, и его каркас, он очень крепкий. То есть она, по-моему, на 30 или даже на 60% более жесткая, чем предыдущая модель. В плане безопасности можете посмотреть краш-тесты, у нее все просто превосходно. Бегло так о внешности и об пространстве салона багажника рассказал. Давайте прокатимся и уже подведем какие-то окончательные выводы. Вперед на тест-драйв. Слушай, ну вот я тебе хочу сказать, я же говорил, что в 70-ке не катался никогда. И внешне, когда ты садишься в машину, все это смотрится намного интереснее, нежели на фотографиях. Ну, у тебя не было такого? Потому что, ну, вот я сколько не смотрел, там, обзоры других там людей, какие-то просто фотографии в интернете. Ну, вот, по крайней мере, блок мультимедиа вот этот, он на фотографиях смотрится стрёмно. Да, а когда вот именно видишь его вживую, то все не так уж и плохо, я хочу сказать. А у... Как у Сороковки? Ну да, у Сороковки там был такой момент. И причем они же бывали разные. Бывали более такие оранжевые, а бывали прям такие желтые-желтые. Ну да, и еще у Сороковки, у нее сама мультимедиа, она была голубая. Помнишь ты такую тему? Да, то есть там неважно, вот какого там цвета салон, он будет весь черный с этими желтыми вставками, а мультимедиа голубая. Это, конечно, интересное решение было. Здесь, по первым впечатлениям, ну, вполне. Опять же, если сравнивать все, что было до, там, 40-ки, 50-ки, все эти 55-е рестайлинги, и вот это, конечно, просто небо и земля. Прорыв... Ну, как говорит, места мало, но мне кажется, это из-за этого туннеля откроют. Ух ты ж. Ну, я даже не знаю, что туда можно сложить, да. У некоторых бардачок не такого размера. Ну, здесь и бардачок, в принципе, тоже там А4 при желании можно закинуть, да? Здесь у нас типа кожа со строчечкой.
Ну, судя по всему, я так понимаю, комплектация здесь нормальная. Здесь у нас и подогрев лобового имеется. Ну, не последняя. Да. Ну и не самая бедная. По подогреву лобового, кстати, тоже так смотрел информация, что бывают два вида. Один, он греет зону дворников, а другой, он все стекло греет. Но Здесь, скорее всего, зона дворников была, потому что предыдущий хозяин денег зажал и поставил стекло без обогрева. Сейчас оно помененное. Ясно. Ну так вот, люди что пишут? У кого стекло полностью с обогревом, у того нет подогрева зоны дворников, и обогрев заканчивается где-то вот здесь. И то есть получается, во-первых, дворники замерзают, а во-вторых, когда они скинули сюда что-то вот на бок, здесь наледь образовывается. То есть, как ни крути, но какие-то нюансы, их всегда можно найти абсолютно в любом автомобиле. Неважно, там, пусть это будет там BMW, либо там Kia какая-нибудь, везде есть какие-то свои нюансы, от этого никуда. Если, опять же, сравнивать с той же самой Mazda 6, либо с Ford Mondeo, есть ощущение, что это вообще баржа такая. У тебя есть такое? Да, у меня такое ощущение, что знаешь, как это самое, Жигулей сел на Волгу. Вообще. Такое ощущение, как будто у тебя там, не знаю, метра 3 спереди, еще столько же там сзади. Да. Особенно вот по этому льду, по дворам, знаешь, еще как-то стрёмно было ползать поначалу. Ну, прямо ощущение такого большого автомобиля. Многие просто писали, когда она только появилась, что вот по сравнению с другими камрюхами она стала намного жестче. То есть улучшилась управляемость у авто, но при этом она потеряла якобы комфортность. Вот как ее называют, извиняюсь, членовоз, она уже не очень подходит всяких депутатов возить. Ну, по крайней мере, вот в исполнении на 16-х колесах, я думаю, никакого здесь комфорта она не растеряла. А вот в плане управляемости, ну, руля она, да, слушается однозначно лучше, чем предыдущие модели. 80 по такому асфальту среднего качества. Что можно сказать, что шумка здесь, наверное, все-таки немного получше, да, чем в той же самой Мазде. Но нет такого ощущения, что вот ее хватает на 100%. Пока что едем на низких буквально оборотах, там 1500, двигателя не слышно вообще. Сейчас немножко выедем за город и посмотрим, как шумка у моторного отсека. Ну вот хотя бы когда едешь на ней по такой свободной дороге 80, у тебя пропадает это ощущение, что ты управляешь баржей. То есть, в принципе, руля она слушается достаточно хорошо, такая послушная в плане управления. И немного какой-то сбитый такой вот она ощущается. То есть реально как будто вот она такая в плане своего кузова жесткая. Если сравнивать опять же с Mondeo, с последним, на котором вот я катался и обзор на него делал, то у него был такой интересный эффект. Едешь, и если ты резко даешь руля, то перед поворачивает, а зад как будто вот просто он как-то швырять начинает. Здесь она прям как змея идет вся. То есть в плане управляемости, неплохо, по крайней мере на таких небольших скоростях. Так, немного поактивнее. До 3,5 докручивается. Вот газ буквально немножко им играешь, и она немного теряется, да, вот не понимаешь, что ты до конца хочешь, то скинет передачу туда-сюда. В принципе, да, многие об этом говорят, что связка мотор-коробка, специфично они вместе работают. Получается, пробег у нас 58 тысяч, почти 60 уже. И вот, возможно, кто-то себе будет машину подбирать. Но в каком состоянии салон у Camry при таком пробеге там 50-60 тысяч? Вот если посмотреть на руль, на все вот эти вот вещи, на которые руки ложатся, там кнопки стеклоподъемников, подлокотники различные, складывается ощущение, что они вообще как новые. То есть если вот кто-то вам там рассказывает, что на 100 тысячах это уже очень сильно
убито, и якобы так и должно быть, наверное, все-таки у этой Camry пробег не 100 тысяч, а как минимум раза в 3 больше. Поэтому в плане все-таки износостойкости материала, ну, конечно, от человека зависит, насколько аккуратно обращаться, но запас прочности в этом какой-то есть. Ну, а те, кому там не нравится жесткий пластик, но при этом хочется еще и надежности, для них есть, конечно же, Lexus. Camry, она не должна составлять большую конкуренцию Lexus. Если здесь будет все идеально и в плане материалов, и оснащения, и надежности, то вопрос, зачем тогда и кому вообще нужен Lexus. И внешность, и надежность, где вы еще у кого такое встретите. Особенно если вот вы там не гонитесь, да, за современными технологиями, Skyactiv, турбины, DSG. Вам хочется поменьше там вкладываться в финансовое обслуживание автомобиля. Ну, можно сказать, идеальный вариант. Но он все-таки подойдет для таких людей неспешных. Большой плюс, что неважно, вот, где вы живете, в Смоленске, допустим, вот как мы сейчас, либо в каком-то более крупном городе, куда бы вы на этой машине не приехали, вам не будет однозначно стыдно из нее выходить. Она в любом месте, на любой парковке будет смотреться достойно. Как ни крути, но все-таки для многих это тоже имеет значение. Из минусов, что можно по ней сказать? У нее изначально очень большая стоимость. То есть неважно, новую вы покупаете, бэушную, заплатить за это придется. Вы платите за надежность, но здесь есть и свои плюсы. Соответственно, когда вы решите ее продавать, она не потеряет в цене, и, возможно, вы даже особо ничего не проиграете именно на этой продаже. По стоимости запчастей, как бы у японцев, да, всегда тоже нужно иметь в виду, что если произойдут какие-то там кузовные ремонты потребуются, все это будет стоить недешево. По поводу запчастей именно ремонтных для данного автомобиля, ну, по крайней мере, вот год назад я так тоже читал, смотрел, аналогов было немного, оригинал, конечно, стоит дорого. Ну, я думаю, что со временем ситуация в этом плане изменится, и многие производители, которые на предыдущей модели делали аналоги, и, соответственно, сделают и здесь. То есть со стоимостью на всякие запасные части, в плане там подвески и всего прочего, станет попроще. Самое, наверное, за что больше всего нужно переживать владельцу Camry, это чтобы когда ты выходишь утром из дома, она стояла у тебя возле подъезда и никуда не уехала. То есть угоняемость, она просто бешеная. Отсюда и то же самое каска стоит на Camry основательно. Прямая взаимосвязь. Вот имейте эти вещи в виду. Во всем остальном машина вам понравится однозначно, если вот вы никуда так особо не торопитесь, не гоняете, как умалишенный малолетний какой-то, да? Ну и на этом мы подытожим наш обзор. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. И любимый достойно только мать и Camry 3.5. Camry 3.5. Любви достойно только мать и Camry 3.5. Camry 3.5. Camry 3.5. Любви достойно только мать и Camry 3.5. Camry 3.5. Camry 3.5. Любви достойно только мать и Camry 3.5. Camry 3.5. Camry 3.5. Любви достойно только мать и Camry 3.5.